Профессиональный топ-менеджер– фрукт редкий и дорогостоящий, поэтому срывать его нужно вовремя и аккуратно, чтобы, не дай бог, не повредить. Ведь он может принести огромную пользу, так как содержит много важных и редких компетенций. Так портал Профи Групп описывает задачи, стоящие перед консультантами Executive Search. Об искусстве подбора управленческих кадров мы поговорим с Ольгой Суворовой, управляющим партнером компании Суворова & Partners Executive Search. Суворова & Partners Executive Search. Компания создана в 2003 году Ольгой Суворовой, имеет многолетний опыт подбора руководящих кадров в России и в странах СНГ. Базируясь на анализе корпоративной культуры и стратегии, предлагает кандидатов, подходящих компаниям по своим профессиональным и личностным профилям. Консультирует кандидатов по вопросам построения карьеры. Работает для компаний-клиентов в таких отраслях, как производство товаров народного потребления, розничная торговля, тяжелая промышленность, медицинское оборудование, фармацевтика, информационные технологии и финансовые услуги. Ольга, в чем отличие рекрутера и консультанта Executive Search? За что компании и клиенты платят? Рекрутерский бизнес, он в основном опирается в своем поиске кандидатов на свою базу данных или на открытые источники информации. В последнее время все больше популярности имеет, например, LinkedIn. Что касается консультантов Executive Search, то работа строится по другому принципу. Executive Search – это прямой поиск кандидатов. Наша работа начинается с момента, когда мы с клиентом досконально обсуждаем описание позиции, чем будет заниматься наш кандидат, какие у него должны быть психологические характеристики и так далее. После этого мы определяем, где этот кандидат может работать. То есть мы пишем список компаний, где, скорее всего, работают похожие люди, с похожим профессиональным опытом, с похожим психологическим профилем. Дальше мы определяем позиции, на которых этот человек сейчас будет работать, и начинаем с этими людьми знакомиться сами. Кого-то мы, конечно, знаем из наших прошлых заказов, кого-то нам рекомендуют источники на рынке, но основная работа консультанта – это позвонить и познакомиться с человеком напрямую. Поговорить с ним о его профессиональных задачах, спросить его, насколько сейчас он чувствует себя комфортно в той или иной компании, и дальше спросить про возможную работу у нашего клиента. Если человек профессионален, если у него есть интерес рассмотреть позицию, которую мы предлагаем, он приезжает к нам на интервью, происходит оценка кандидата. Это делается с помощью интервью, которое делается либо по компетенциям, либо это может быть смешанное интервью с использованием разных методик. И после этого мы представляем лучших кандидатов клиенту. Мы помогаем клиенту выбрать лучшего кандидата из представленных. Мы собираем рекомендации на финального кандидата и помогаем провести финансовые переговоры. После этого мы отвечаем за работу этого кандидата у нашего клиента в течение года. Если вот этот срок по каким-то причинам не прорабатывает кандидат, что тогда? Это фиаско? Это, конечно, очень большой позор. Поэтому компания старается максимально себя обезопасить, и для этого нужна проверка рекомендаций. То есть нарушать методику, которая сложилась за последние десятилетия, очень опасно. Бизнес Executive Search существует с 1946 года. Все это время апробировалась методика, по которой мы делаем наши заказы. Поэтому все-таки, когда ты выполняешь весь процесс, у тебя минимальный риск на то, что ты сделал ошибку. Но если ты ее сделал, то компания обязана переделать заказ, привести другого кандидата и вот таким образом загладить компания свою вину. «Кадровое агентство». Кадровое агентство, да. Это уже бесплатно. Да, это бесплатная замена в течение 1 года. А сколько стоят услуги консультанта Executive Search? Компания Executive Search получает от 25 до 33% от годового оклада человека, включая его годовую зарплату и гарантированную часть бонуса. Агентство Executive Search работает на эксклюзивной основе. Если вы даете заказ рекрутерам, то вы можете пригласить одно агентство, или 2, или 3, или 5, и заплатить в конце, когда кандидат выйдет на работу, только тому агентству, которое привело вам финального кандидата. Что касается Executive Search, то мы выставляем клиенту 3 счета. Первый счет выставляется, как только мы подписываем контракт, и он оплачивает исследование рынка, которое мы проводим. Второй счет выставляется, когда мы проинтервьюировали кандидатов и показываем клиенту шорт-лист, то есть несколько человек, которые квалифицированы, заинтересованы в позиции и могут быть им проинтервьюированы. И третий счет, как правило, на российском рынке выставляется, когда человек вышел на работу. То есть получается, что компания-клиент, она получает на 90% того кандидата, который будет
исключительно соответствовать исключительно задачам вот этой компании. Да, задача Executive Search с помощью проведения исследования рынка выявить лучшего кандидата, а не того, кто оказался у вас в базе данных. Поэтому, когда вы получаете, например, отчет о работе агентства, то вы видите перечень всех людей, которых контактировали по поводу вашей позиции. Вы можете провести анализ, какие люди работают на этой позиции, кто из них заинтересован был в вашей позиции, кто нет, почему. И вы понимаете, что из тех людей, кто был заинтересован, вы проинтервьюировали всех, вы выбрали лучшего, и таким образом вы больше уверены в вашем результате. Чем отличаются требования, которые предъявляют к управленцам наши российские акционеры и крупные международные концерны? Вы знаете, мы иногда шутим, что мы всегда ищем один и тот же профиль, потому что и российские акционеры, и западные компании хотят человека, состоявшегося в профессии, умного, с хорошим чувством юмора, с отличными навыками управления людьми, с хорошими навыками коммуникации и так далее. Поэтому если мы сейчас абстрагируемся от профессиональных навыков конкретных, например, там, будучи это финансовый директор или директор по маркетингу, то в целом профиль приблизительно один и тот же. Существует ли профессиональный кодекс чести, который нарушать не принято? Конечно, конечно. Прежде всего, когда мы работаем с клиентом очень глубоко. Поэтому мы много знаем о бизнесе клиента, и мы обязаны соблюдать конфиденциальность. Мы не можем работать на компании конкурента. Например, если вы работаете на компанию Coca-Cola, вы не должны работать на компанию Pepsi-Cola. Кроме того, вы в процессе работы знакомитесь со многими людьми, которые работают у вашего клиента. Поэтому существует правило off-limits. То есть в течение года после того, как вы закончили последний заказ для данного клиента, вы не можете предлагать работу сотрудникам этой компании. Кроме того, есть такое понимание, как гарантия, о которой мы с вами говорили, да, о том, что агентство гарантирует, что кандидат будет работать какое-то время, обычно это год, но целью работы консультанта не является то, чтобы его кандидат отработал год. Целью, конечно, является то, чтобы кандидат работал 2 года, 3 года, 5 лет, столько, сколько он будет полезен компании, столько, сколько эта компания будет интересна ему. У нас в агентстве есть еще дополнительное правило, которое мы для себя определили. Мы считаем, что нельзя бросать своих клиентов и своих кандидатов даже в те времена, когда их карьера не процветает. Бывает, что человек неожиданно остается без работы, бывает, что что-то происходит дома. Мы в таких случаях, как правило, поддерживаем своих кандидатов, клиентов, помогаем им найти работу, стараемся, чтобы они понимали, что мы заинтересованы в них не только в их лучшие времена, но и готовы разделить с ними всю жизнь. Почему топ-менеджер может потерять работу? По разным причинам. Иногда бывает ситуация, что компания меняет стратегию. Иногда человек должен двинуться на другую позицию. Он не хочет. Например, очень часто бывают ситуации, когда международная компания предлагает сотруднику поехать за границу, получить дополнительный опыт. Человек по семейным обстоятельствам не может поехать, но в компании уже запланировано, кто должен занять его место в России, и другой интересной позиции в компании сейчас нет. Поэтому человек должен принять решение о том, что он уходит. Это не трагедия. Я думаю, что даже если человек очень хорошо квалифицирован, он должен быть готов к тому, что раз в жизни без работы может оказаться каждый. Поэтому это нормально. Это нормально. Это не является трагедией. Человек не должен паниковать. Это для него шанс подумать еще раз, правильную ли карьеру он делает. Это шанс поработать с агентством, может быть, найти даже компанию лучше, чем ту, в которой он работал раньше. Очень часто бывает, что перерыв в работе помогает человеку в дальнейшем, делает его более счастливым. Ну, я думаю, что на том этапе, когда человек только-только теряет работу, когда ему говорят, все, мы в твоих услугах больше не нуждаемся, воспринимать вот этот факт, как ты становишься более счастливым, очень сложно. Да. Каким образом действовать, каким образом сделать так, чтобы тобой заинтересовались агентства, акционеры, вот, чтобы ты был востребован на рынке труда? Ну, прежде всего, мы советуем таким кандидатам не паниковать. Надо сделать поиск работы своим следующим проектом. Нужно поработать со своим резюме, нужно отправить его в хорошие компании Executive Search и в хорошие компании рекрутерские, нужно подготовиться к интервью и нужно посмотреть на рынок. Сколько времени может занять поиск работы?
Мы говорили о том, что до кризиса, если человек потерял работу или собирается поменять работу, уже не работая в своей нынешней компании, он должен быть готов находиться на рынке без работы до 6 месяцев. Сейчас, после того, как прошел кризис, и, наверное, сейчас еще экономическая ситуация не очень стабильна в стране, мы советуем быть готовым к тому, чтобы находиться на рынке от 9 месяцев до года. Рынок к этому готов. Рынок не считает кандидата неуспешным. Но, конечно, есть некие правила, по которым человек должен себя вести. В частности, он должен подготовиться финансово к такой ситуации. И готовиться, конечно, нужно заранее. Нужно иметь запас, который позволит вам не нервничать и находиться на рынке спокойно. Вы можете подумать о том, чтобы давать консультации, например, своим бывшим дистрибьюторам или партнерам. Вы можете начать свой бизнес небольшой, может быть, пока вы ищете работу. Могут быть совершенно разные варианты решения финансовых вопросов. Человек должен не нервничать, потому что от того, что он начинает посылать в агентство свои резюме по 10 раз, у агентства заказы не появляются. Он должен понимать, что если резюме хорошее, если он отправил его в агентство, и если у агентства есть заказ, агентство с удовольствием позвонит и будет с ним работать. Если человек проходит интервью, но по какой-то причине он не становится финальным кандидатом, 1 раз, 2 раза, 3 раза, наверное, нужно подумать и понять, что ты неправильно делаешь на интервью. Может быть, для этого нужно прийти к консультанту и попросить его потренировать вас в прохождении интервью, потому что очень часто руководители долго не выходят на рынок, человек может работать в одной компании 6 лет, 10 лет. Он очень хороший руководитель, но просто у него нет опыта прохождения интервью. Мы в таких случаях советуем им пользоваться структурой, которую мы называем STAR. То есть, когда вы отвечаете на вопрос интервьюера, вы начинаете с того, что вы описываете ситуацию. S – это situation. В какую ситуацию вы попали, какая ситуация сложилась в организации. Дальше вы говорите T – это task, то есть какая задача была перед вами поставлена и как вы хотели ее решать. A – это action, то есть действие, что вы сделали, какие проблемы были на вашем пути, как вам удалось их преодолеть. И, наконец, R – это результат, то есть чего вам удалось добиться. Если вы будете применять эту модель к ответам на вопросы интервьюера, я думаю, что успех интервью будет обеспечен. Хорошо, с интервьюерами поговорили успешно, вышли на переговоры с акционерами, и тут вот что-то не получается, хотя по всем вот параметрам этот человек подходит данной конкретной компании. Какие ошибки чаще всего совершают акционеры и кандидаты, вот, может быть, на финальном этапе трудоустройства? Я думаю, что если мы говорим о кандидатах, в частности, особенностью русских кандидатов является то, что они не умеют вести переговоры финансовые. После кризиса часто происходит ситуация, когда первое предложение, которое вы получаете от компании, оно вас не очень устраивает. В этой ситуации нужно прежде всего не делать каких-то выводов и не говорить, что вы больше не хотите разговаривать с этой компанией. Нужно спокойно посоветоваться с консультантом, понять, насколько это предложение адекватно или неадекватно на рынке. В частности, в последнее время часто получается предложение, когда вы получаете либо те же самые деньги, которые вы уже получали раньше, либо если вам делают предложение на 10% выше того, что вы привыкли зарабатывать. Многих кандидатов это не устраивает. Такова ситуация на рынке, вы должны быть к этому готовы. И если она все-таки вас не устраивает, нужно сказать об этом консультанту, он поговорит с своим заказчиком, и, возможно, заказчик это предложение сможет каким-то образом поправить. Что касается акционеров, то мне кажется, что здесь нужно, может быть, иногда проявлять больше терпения, потому что иногда кандидат хочет подумать, иногда надо дать ему для этого время. Иногда нужно пересмотреть предложение. Это не всегда будет дороже для компании, просто иногда бывает так, что для человека, например, не важна машина, но ему нужна большая базовая зарплата. И вы можете каким-то образом здесь найти решение вопроса. Иногда есть другие варианты. Решение всегда приходит, если вы с кандидатом работаете уже несколько месяцев, как правило, заказы Executive Search, они длятся 3-4 месяца, иногда больше. Вы этого кандидата знаете, вы его оценили, вы понимаете, что он будет хорош для вашей компании. На финальном этапе нужно проявить гибкость. Уметь договариваться с сторонам. Как вы оцениваете уровень современный предоставления услуг Executive Search? Вот на Западе принято, что консультантами становятся бывшие бизнесмены, которые могут на одном языке разговаривать с акционерами. У них огромный опыт, десятилетия, 20-летия и даже больше. У нас
рынок еще молодой, не только узкий, но еще и Да. молодой. Вот у нас какой подход в этом плане? У нас, конечно, большинство консультантов Executive Search не обладают опытом работы в бизнесе, однако те из них, кто давно находится на рынке, а индустрия Executive Search в России существует порядка 20 лет, они не слабее тех консультантов, которые работают на Западе. Конечно, когда человек работает в своей профессии, например, финансовым директором, банкиром, в любой профессии, 20-25 лет, и после этого приходит работать консультантом в Executive Search, его манера интервьюировать, его понимание клиента, его знание индустрии, оно значительно глубже. Однако те консультанты, которые есть на рынке сегодня, они тоже хорошо понимают своих заказчиков, они обладают знаниями очень глубокими о том, как наш рынок развивался. И когда они интервьюируют кандидатов, они часто помнят этих кандидатов, когда они начинали еще совсем с маленьких позиций. Они знают, когда этот кандидат сделал ошибку, когда у него были, наоборот, хорошие достижения. Они могут очень точно сказать, кого надо брать на работу, кого нет. А может быть и наоборот, бывшие кандидаты становятся уже клиентами, то есть заказчиками. Это тоже очень интересный вариант, потому что когда вы поработали с агентством и вы знаете, как они обращаются с кандидатами, вы себя комфортно чувствуете, когда даете им заказ, потому что компания Executive Search представляет вас на рынке, и впечатление, которое она производит на кандидатов, очень часто связывается с тем впечатлением, которое кандидат получает потом от вашей компании. В чем секрет, залог успеха кадрового агентства? Кадровое агентство будет сильным, если у него будут сильные консультанты. И второй параметр – это клиентоориентированность. Нужно уметь работать со своими клиентами, понимать их, нужно уметь работать со своими кандидатами, выращивать отношения с кандидатами годами, устанавливать с ними доверительные отношения для того, чтобы впоследствии можно было помочь компании и кандидату на финальных переговорах. Спасибо вам большое за ваше мнение. Сегодня на студии была Ольга Суворова, управляющий партнер компании Суворова & Partners Executive Search. Мы вели разговор про искусство подбора управленческих кадров. Смотрите нас на сайте tv.expert.ru, а также ВКонтакте и Фейсбуке. До свидания.